Сегодня поговорим о структуре рынка. Если хотите прибыльно торговать, вам нужно сосредоточиться на лучшем понимании поведения цены. Я изучил буквально тысячи сделок и выяснил. Чаще всего ваши сделки сразу уходят в минус всего из-за трех ошибок. Если вы от них избавитесь, количество прибыльных сделок сразу возрастет. В этом видео разберу каждую из трех ошибок с примерами и советами по их исправлению. Но прежде чем перейдем к ошибкам, нужно понять одну очень важную вещь. Когда смотрите на график, вы не думаете, что за движением цены стоит ожесточенная борьба, и не понимаете, что, открыв сделку, вы выбрали одну из сторон в этой битве. Но если вы выбрали не ту сторону, то уже проиграли. Вот почему так важно видеть расстановку сил до того, как войдете. Прорыв структуры– победа одной из сторон. Вот почему это важный критерий силы. На самом деле, максимумы и минимумы– главные точки на графике. Потому что только они говорят, когда покупать, когда продавать, а когда ждать. Однако, график так устроен, что большинство их не слышит. Посмотрите на свечной график. Мы не видим структуры цены. Однако, хорошо видим импульс. Тут вот какая штука. Наш мозг так устроен, что его привлекает все яркое и контрастное, что приводит к первой ошибке. Смотреть только на свечи, упуская волны движения. Чтобы это исправить, тренируйтесь рисовать по 2-3 свечи. После чего покажите линии движения цены. Делайте так, пока не сможете представлять линию, не рисуя ее. Но чтобы понимать поведение цены, надо сделать еще один небольшой шаг. Дело в том, что движение цены формируется точками разворота, но свечной график от них отвлекает. Мы смотрим на движение и не видим, как формируются точки разворота. Чтобы это исправить, рисуйте точки разворота и покажите линии движения цены. Делайте так, пока не научитесь рисовать их в уме. Вам нужно понимать, как формируются максимумы и минимумы, потому что они задают направление цены. Теперь, когда видите ключевые точки, свечи вас не обманут. Но для прибыльной торговли этого мало. И чтобы это исправить, проведем короткий опыт. Представим, что трейдер разделил депозит на 5 частей и каждые пару часов покупает на одну часть. В конце он все продал и закрыл сделку. Он заработал? Конечно. В этом примере любая покупка будет прибыльной, потому что здесь есть тренд. Вот почему для стабильного заработка так важно определять направление. Поэтому следующая часть, конечно же, самая важная. И при этом ее чаще всего упускают из виду. В этой части выясним, как понять, куда пойдет цена. А для этого разберемся с третьей, самой серьезной ошибкой – не понимать того, о чем говорит цена. Рассмотрим случай немного сложнее. Когда видим что-то похожее, следим за уровнями диапазона. Пробьем поддержку, идем ниже. Сопротивление выше, вероятность тренда вверх выше. Продолжим снижение, скорее вниз. Остаемся выше, скорее лонг. Тренд вверх подтвердился. Работаем в лонг. До тех пор, пока цена не покажет слабости. Тест максимума и пробой поддержки – слабость, выход из лонга. Сведем все к простым правилам. С правилами вы будете действовать на опережение. Всегда на шаг впереди, готовые ко всему. Диапазон до пробоя ничего не делаем. Пробили сопротивление – лонг. Поддержку – шорт. Торгуем только по тренду. Цена растет – покупаем. С ценой не спорим. Цена снижается – продаем. При первых признаках слабости роста не покупаем. При слабости снижения уменьшаем позицию или выходим. Эти простые правила защитят от многих ошибок. Развернутый вариант этих схем с примерами можно скачать по ссылке в описании. Если хотите в будущем, сделаю видео по Price Action или подробнее Smart Money. Тем интересных много. Просто оставьте комментарий, дайте мне знать.